Всем привет! Сегодня я хочу посмотреть для вас такую практику сделать. Очень сильная практика. Сразу предупреждаю, кто не готов, сразу закрывайте этот сеанс, эту практику и проходите дальше. Вот, потому что здесь должна быть внутренняя готовность. Сегодня я проведу для вас шаманский транс, для того, чтобы вы вошли в эту силу свою собственную, обрели эту целостность внутри и дар от вашего тотема, от животного, силы, которая будет вас всегда сопровождать незримой тенью. То есть вы должны встретиться с этой тенью, потому что без тени нет света. Без этой силы внутри вы не можете как будто бы соединиться с самим собой. Здесь идет аспект инстинкта, силы жизни и силы духа. Вот этот дух к вам придет через животного. Вот вы можете выбрать, какую карту. Выбирайте. Первая, вторая, третья. Выбирайте. Итак, я распаковываю. Первый. Кто выбрал первую? Кто выбрал вторую? Кто выбрал третью? Очень интересные выпали. Смотрите, если вы не чувствуете резонацию с тем, что я вам сейчас расскажу об этих объектах, то значит вы представляете своего тотемного животного, как вы его чувствуете, знаете, что он ваш. Я буду представлять своего, вы будете встречаться со своим тотемом. Итак, кто выбрал первый вариант? Кедр. Сейчас я немножко просто вам расскажу, что такое кедр. Это сила, это щедрость, это доброта, это величие. Когда не можешь двигаться ни вперед, ни назад, двигайся вверх и вглубь, как дерево, как этот кедр. Человек щедрый, сострадательный, понимающий, всегда готовый прийти на помощь, идеальный донор и спонсор. Кедр, сила этого дерева. Так, я говорю вам, необычные вышли ко мне люди, значит, вам нужно это услышать. Сейчас. Это облако, второе облако. Легкость, безмятежность, покров, изменчивость, гроза. Нельзя остановить бурю за окном, но можно остановить ее в своем сердце. Пусть вас не смущает воздушность и невесомость, изменчивость этого человека. Он всегда готов укрыть вас от палящего солнца и принести вам утешение. Вот в этом его сила, покров. И я, кажется, знаю, для кого это вышло. Третий — змея. Змея 143. Смотрите, кому мешает музыка на заднем плане, я не могу ничего с этим поделать. То есть я могу, конечно, выключить музыку, но тогда это буду не я. Ну, то есть смотрите других тарологов, которые без музыки работают и просто вам вещают. Я не могу без музыки. Это помогает мне настроиться на этот поток. Тем более я буду вводить вас в измененное состояние сознания, поэтому я сама должна в это состояние войти. Музыка — это первый вообще ключ, который вводит вас в другое состояние своего сознания. Итак, змея — это страх, опасность, угроза, обновление. И
сила кундалини, энергия. Этот человек, смотрите, мудрый, спокойный, любознательный, отстраненный немножко, загадочный. К нему относятся всегда с опаской, с осторожностью. Я в этом вижу, в змее я вижу эту энергию, эту силу, которая может вам дать этот старт, эту энергию. Тем более здесь изображен вообще как уроборос, то есть, смотрите, вот видите, вот сплетение, вот очень похоже на вот этот символ уроборос. Еще раз посмотрите на облако. Без облаков не бывает грозы, не бывает дождя, не бывает вот этого изобилия. Кедр могучий, который растет вверх и вглубь, пуская корни, который исцеляет всю тайгу, который кормит всю тайгу. То есть это изобилие, символ изобилия. Я буду представлять свой тотем. Вы представляете, если вам не срезонировали эти образы, то вы представляете своего животного. Да. Итак, сначала я хочу вообще посмотреть, для чего вам нужно проходить эту практику. Может быть, вам нужно вообще закрыть этот расклад и не открывать его. Какая-то ерунда у меня сегодня с интернета. Не могу понять. Смотрите, карты летят уже, значит, тут точно нужно совершенно проходить. Кто-то услышал мольбы и музыку отключил. Сейчас будет музыка включаться и отключаться, господи. Интернет у меня сегодня просто... Для чего вам вообще проходить эту практику? А знаете для чего? Для того, чтобы соединиться со своей тенью. Потому что тень — это инстинкты ваши. Это сила внутренняя. Это зацепленность за материю. Это выживание. Инстинкт выживания. Фундамент. И вы сразу в дар Вселенной идете. То есть богатство. Устойчивое, причем стабильность такую фундаментальную. Вы открываете для себя через эту практику что-то очень-очень ценное. И вы скоро получите от этой практики результат, то есть вы его увидите. У вас соединение, знаете, как будто триединство идет. Соединение воли, жизни и духа. То есть божественная воля, божественное сознание и божественная природа. Вот соединение вот этого триединства. Для того, чтобы обрести свою пару и любовь. А если не любовь, то для чего? Для того, чтобы распаковать в себе таланты, свое предназначение и ярко светить этому миру, исполнять все свои самые заветные мечты. Для того, чтобы стать вселенским волшебником. Для того, чтобы выйти в победителя и взять реванш. Для того, чтобы выйти в свет и смотреть ввысь. Стремиться ввысь. То есть это уровень вашей энергетики будет другой, уровень вашей осознанности будет другой. Соответственно, вы скакнете после этой практики, у вас будет трансформационный этот расклад, трансперсональный, то есть это шаманский транс, да, будет работать на вас с помощью современных инструментов. Я как шаман вас проведу туда. Это фундаментальные карты просто говорят. Для того, чтобы силу свою распаковать. Для того, чтобы у вас был выбор. Оставаться в холодной позиции, одиночкой, возможно,
мудрым человеком, но одиночкой. Но это тоже выбор. Либо идти в 10 кубков, в радость жизни, в счастье. Прям тотальное счастье, и это парность. Это опять про семью, это опять про настоящую любовь и наполнение. Для того, чтобы вы обнулились, чтобы вас перетрансформировало, то есть на уровне тела, сознания, даже ваши клетки тела, чтобы вы реинкарнировались, представляете, после жизненных уроков, чтобы вы двинулись в новый путь свой, причем стремительно и резко. Этот тотем будет вас всегда защищать от любых войн, конфликтов и борьбы. Этот тотем будет вам поддержкой в ваших переговорах, в вашей коммуникации с другими людьми. Ну, вам еще этот тотем даст знания, глубинные знания какие-то. Да, для того, чтобы распаковать в себе полностью дар целителя, то есть божественное исцеление получить. Вы просто соединитесь напрямую со своими знаниями. Вот знаете, это как родовые знания. Смотрите, шаманы, они же не просто так, не с бухты-барахты, они поклоняются, вернее, у них есть тотем, да? Дух природы, дух местности, дух, который их сопровождает в их путешествиях. Например, когда они делают камлания, да, никогда не делают это в одиночку. То есть у них всегда, ну я сейчас вам расскажу, как это вообще делается. Это возможность вернуться вам, то есть собрать все знания и вернуться, более того, с этими знаниями обратно в эту реальность и действовать в этой реальности. Вот так. Ну, чтобы вы научились творить, стали юным волшебником, чтобы вы преодолели любые опасности, любые непонятные ситуации, чтобы вы феерически просто легко выходили из любых опасностей, любых ситуаций, в которые вас подвешивают в непонятном состоянии. Для того, чтобы вы собрали весь свой ресурс и пошли в свое процветание. То есть с помощью этого тотема, этого духа вы соединитесь со своей самостью, со своей природой. То есть как вообще это происходит? Это из прошлых жизней у вас идет, кстати. Как это происходит? Дух или это животное, да? Оно приходит к вам во сне, либо наяву, то есть вы встречаете реально вот этого животного. Волка я встречала во сне, да, я соединилась с ним, потому что он мне передал свой дар. А со своим беркутом, орлом, я соединилась в материи, то есть я его вижу постоянно. Эти птицы из отряда орловых, ну, то есть хищные птицы, да, которые, фениксы, которые парят очень высоко. Сначала эти птицы появлялись просто в любой местности, куда бы я ни приезжала. Вот просто вот на дороге. Вот просто сидит на дороге. Реально я его видела. Орла, например, огромного орла. Вот он сидел на дороге, он не шелохнулся. И я вышла из машины, посмотрела на него. Он никуда не улетал. То есть он был... Он сидел в этой местности, он жил там, ну, соответственно, ему было хорошо, и он вообще меня не испугался ни разу. Вот. И с ним было все в порядке, то есть просто орел сидел и, видимо, медитировал или что-то, в общем, вошел в какой-то транс. Вот. А потом это происходило всегда. В ключевые события моей жизни меня сопровождали вот эти птицы. То есть я могу посмотреть в небо, я вижу,
Хорошо. То есть, если, например, я задаю даже вопрос этим птицам, вообще задаю вопрос себе даже, я, например, какая-то сложная ситуация, как мне выйти, да, что мне сделать. И они появляются в самые ключевые моменты. Рекомендую вам зажечь свечу, взять вообще по стихии себе на стол, либо в то место, где вы будете проводить эту практику. У меня здесь все стихии представлены. И я поведу вас в это путешествие. Как я поведу в путешествие, если меня музыка постоянно тормозит, Господи, Боже. Это должно. Вы сейчас идете по лесной тропинке. Вокруг вас деревья, лес, шелест листьев, пение птиц. Вы проходите через этот лес, напитываясь этими звуками, этой природой, воспринимая ее всеми своими чувствами. И вы сейчас подходите к обрыву. Это глубокая расщелина. То есть вы были наверху, и вы смотрите, как простирается на другой стороне, между вот этими скалами, другая природа, другой лес. Вы видите этот провал, как будто в недра земли. И вы сейчас прыгаете в этот провал, не боясь абсолютно того, что вы можете разбиться. Просто вы прыгаете туда, вниз, по направлению к земле, к этому провалу, к этой дыре в земле. Вы попадаете в тоннель. Стремительно вас уносит все дальше и дальше. Под силой притяжения вы падаете все ниже и ниже. И вас самого по себе, как будто этот тоннель засасывает в себя и проводит вас. Вы все продолжаете падать. Это свободное падение в этот провал, в этот тоннель мира. Вы сейчас должны попасть в другой тоннель мира. Вы продолжаете падать. Вас уносит все дальше и дальше по этому тоннелю. Эта сила вас тянет все дальше и дальше. Вы отбрасываете все свои страхи и сомнения. И идете. Своим намерением вы устремляетесь вперед к этому движению. Вас закручивает по спирали все дальше и дальше в этот провал, в этот тоннель мира. Вас закручивает. Вы как будто попадаете в другой портал времени, в другое пространство,
другой временной отрезок. И вдруг вас выносит из этого тоннеля, какая-то сила выносит вас на поверхность земли. Вы видите вокруг себя темный лес. Вы видите вокруг себя воду, а также темный небосвод, где горят только звезды. И вы видите эти звезды, эти скопления звезд, миллиарды просто звезд. Вы находите себе какое-то удобное место на берегу вот этого океана. Рядом этот лес, эти деревья. И каждый из вас приглашает к себе свой тотем. Змею, облако, кедр или любое другое животное, которое вам наиболее резонирует, нравится и к которому всегда вы инстинктивно тянулись. Вы видите перед собой эти тотемы, и если их несколько, либо один тотем, я просто вижу несколько, они все пришли ко мне. Я прошу вас, тебя, волчица, тебя, орел, тебя, пантера, соединиться со мной и дать мне в дар свою силу, свою защиту, свой оберег и свою мощь. Вы смотрите в глаза, либо на этот объект вы смотрите, если это облако или кедр, вы смотрите просто, воспринимая всеми своими сенсорами этот тотем, вашу защиту, ваш оберег. Он будет действовать как ваш оберег. Смотрите в глаза. Ни одна, чтобы ваша внутренняя часть не стала колебаться. То есть это полное, тотальное доверие
пространству и Вселенной, а также вашему проводнику, который сейчас делает для вас эту практику. Вы воспринимаете сейчас всеми своими чувствами во всех мирах и пространствах этот дар, эту силу, внутреннюю силу, которую передает вам ваш тотем. Вы сливаетесь с ним в одно. Вы становитесь не как, например, орел, вы становитесь самим орлом. Вы становитесь самим орлом. Или вашим животным, да, которое пришло к вам. Вы чувствуете все движения этого животного или этого тотема. Вы мыслите как этот тотем. У вас сознание этого тотема. Вы как бы внутрь входите в этот тотем, соединяясь с ним на всех уровнях бытия. И двигайтесь в этом теле, в теле тотема. А он в вас. Теперь ваши инстинкты обострены, ваша чувствительность обострена, и она становится еще тоньше, еще чувствительнее, еще эмпатичнее, еще более сильно реагируете на любые вибрации в этом пространстве, в этом мире. Вы полностью соединяетесь на всех уровнях бытия. Я повторю, вы становитесь не как этот объект, этот тотем, или это животное, или это дерево. Вы не как, а вы становитесь самим этим объектом, самим этим животным. Вы и есть волк, вы и есть орел, вы и есть змея, вы и есть облако, вы и есть кедр, вы и есть тот тотем, который пришел к вам. Мне без музыки я спокойно вас проведу, поэтому не обращайте на это внимания. То есть вы сейчас чувствуете полностью жизнь в этом теле, в теле этого тотема, который даровал вам свою силу. Прочувствуйте каждое движение. Прочувствуйте, как он дышит, если это живое животное, да. Как он смотрит, как он видит этот мир, как он воспринимает этот мир всеми своими чувствами. Это не просто животное, это сила,
это мощь, поэтому его восприятие быстрее вашего. Вы не сможете его уловить, его движение, потому что он двигается в своем тоннеле мира, и его канал восприятия выше вашего, быстрее, сильнее, чище. Отряхнитесь даже, как этот тотем. Войдите в этот океан. Или бегите, что есть мочи, бегите. Летите. Двигайтесь быстро. Стремительно. Ощущая эту силу и мощь. Ощущая, как каждая мышца этого прекрасного тотема, этого прекрасного животного отзывается в вас. Теперь пора прощаться. Ваш тотем передал вам в дар, великий дар, свою силу и мощь. В ответ вы должны поблагодарить его и чтить. Благодарность, сила вашей благодарности сейчас. Пора прощаться. Вы видите перед собой портал, как тоннель. Вы входите туда, и вас стремительно уносит из этого пространства и времени в вашу реальность, в вашу местность, в вашу комнату. Вы возвращаетесь в свой тоннель мира. Так вы вернулись. Сейчас вздохните, попейте воды. Итак, это очень сильная практика. Если вы это делаете только для развлечения или просто потому, что это интересно, я вас уверяю, этого делать не нужно, просто остановитесь. Если только ради развлечения. Если же вы хотите действительно себе помочь и соединиться с этим даром,
что проходите до конца эту практику. Смотрите, вообще как это животное или этот объект, да, допустим, если это дерево. У меня тоже вот на самом деле есть связь с определенным деревом, я не скажу вам с каким, но я его чувствую, токи его чувствую, вибрации, его корни, его ветви. То есть даже если вам выпало, ну, вы выбрали карту, допустим, неодушевленного предмета, да, не живая природа, то ну, не думайте о том, что это вам не даст силы. Это даст вам силу в любом случае. Итак, эти объекты, эти тотемы, будем так называть, у меня будет постоянно сейчас вырубаться музыка, мне это уже раздражать начинает. Эти объекты, они действуют в своих тоннелях мира, то есть они живут, они дают вам эту силу, эту, как знаете, фундаментальная внутри уверенность, мощь, продвижение. У них просто быстрота, у них скорость мира другая. У вас скорость жизни иная, у вас человеческая скорость жизни. У них нет, у них на несколько чувств больше, быстрее. Поэтому и восприятие у них быстрее, поэтому вы их не можете, ну, то есть это волшебные тотемы, это не просто даже животные, там, да, допустим, вы соединились. Они живут стремительнее, то есть, во-первых, они очень долго живут, очень долго. Это вообще несопоставимо даже ни с одним объектом, ни с одним животным, то есть это во все времена и пространства. И второй момент – это то, что это животное или этот объект, тотем, у них на несколько чувств больше, чем у вас. Поэтому восприятие другое, скорость жизни, скорость мира другая. Поэтому, например, его в обычной жизни очень сложно встретить именно вот прям вот как ваше животное или, допустим, этот объект, когда вы почувствуете, что это реально вот ваш тотем. Ну, то есть, там, например, на дерево я тоже точно так же. Я сейчас это понимаю, то есть я к этому пришла. Когда ты соединяешься с этим деревом, например, и ты понимаешь, что тебе вливаются вот эти ресурсы, сила и другая скорость, как будто у тебя мышление по-другому начинает, сознание твое работать. Давайте посмотрим, такой вопрос. Что вам даст в ближайшем будущем, как будет разворачиваться событие в ближайшем будущем, после вот этой практики, после соединения с вашим тотемом? Интересный вопрос, да? Выбор, гармония. Ну, во-первых, у вас превосходство интеллекта будет. Вы притягиваете, приглашаете в свою жизнь вот эту силу и счастье. Вы сможете спокойно отстаивать свои интересы без, знаете, без пены у рта. Вы исцелите свои, кстати, программы, которые мешают вам.
во всех мирах и пространствах вы исцелите свои программы, которые мешают вам, потому что вы соединитесь со своей тенью. Свет и тень, когда соединяются в бесконечность, символ бесконечности. У вас откроются в ближайшее будущее несколько дверей. Либо вам Вселенная даст, но вы почувствуете эту свободу. Вдруг свобода. То есть я жил в одном состоянии сознания, когда я как пленник, когда я в своей оболочке, как будто как в скафандре живу, человек в футляре. А здесь у вас развитие перспективы, то есть вы видите дальше, больше у вас, потому что появится больше чувств. Восприятие, понимаете, меняется. А это с чем связано самоограничение? Отшельник. Разочарование. Вот, показали. Значит, смотрите, вам, во-первых, откроются перспективы выйти из своей клетки собственной, своего разума, своих установок и программ, которые мешают вам жить, из своих теневых аспектов, которые на вас так влияют. Вы исцелите это все дело, вы обретете мудрость, объединитесь с этой мудростью. И после того, как у вас было состояние отшельника, одиночества, ограничений, бесконечной какой-то клетки, как будто вас пристегнули к батарее, и вы никуда не можете двинуться, и у вас разочарование было полное в чувствах, абсолютное. Знаете, когда вообще по нулям, просто разочарованность, вы идете в устойчивое богатство, золотой телец. Это десятка пентаклей, десятка земли, то есть это материя, понимаете? Это в материи у вас такой фундамент будет. Ресурс пойдет к вам, деньги, а также вы откроете в себе источник любви. Здесь еще у меня была парность, идет к вам, то есть для настоящей любви, для счастья. А что вы? Слом привычного у вас произойдет, слом привычной модели мира, где вы себя чувствовали. Ну, я всего лишь человек, да, и живу по человеческим каким-то играм. Вот, играй в эти человеческие игры, вам будет это просто неинтересно. Вы пойдете вглубь себя, вы найдете этот баланс ресурсов, у вас появится энергия, больше энергии для исцеления. Ну, а потом мощное действие. Причем это вот мощное действие, которое всегда у вас внутри, в центре вашей воли, в манипуре чакры, в третьей чакре вашей. Просто вот это огненный протуберанец, огненное вот это солнце будет внутри вас. И это вы получили в дар от вашего тотема. Мощное действие, прорыв в материи. То есть это не просто, когда я летаю в облаках, встретился со своим животным, помедитировал, в мирах полетал, там фантазии, да? Нет, это не фантазии. Вот это сейчас я вам реальные вещи говорю, что будет с вами происходить. Вы обнулите все свои говнопаттерны, ну да, ну так и называется это. Обнулитесь полностью. Знаете как? Это когда обнуление, это когда у человека отнимают то, что ему больше не служит во благо. Если это ваши деструктивные отношения, их уберут. Человека, который отравляет ваше поле. Это уберет также зависимости, любые зависимости от людей и от их установок, которые они навешивают на вас. Это исцеление родовых программ, проклятий, то есть это в обнулении, когда человек приходит, смотрите, могут отнять, допустим, в материи что-то, но значит это вам не нужно, вам дадут другое, у вас развитие перспективы, то есть вам дадут лучше, круче и больше, и новое.
Вот это, знаете, когда отнимают машину, и ты думаешь, боже, да у меня же вообще нету теперь, как же мне передвигаться? А вам дают через некоторое время, понятно, что не сразу, но через некоторое время, и это быстро, это быстрее, чем если бы вы не соединились с этой силой. Вам даются новая машина, и причем на выбор. Вот эту возьмешь, вот эту или вот эту. И ты такой смотришь, и она действительно тебе по сердцу. Ну, это вот если касаемо, допустим, материи, да. Здесь же также у вас зажигается страсть к реализации, то есть вы будете реализовывать свои таланты, способности. Сейчас. У вас есть выбор. Появится выбор по сердцу идти и выбирать для себя, что для вашей души лучше. Вы это будете чувствовать интуитивно, потому что у вас больше чувств уже. Быстрое продвижение в материи, очень быстрое, стремительное. Опять душевное партнерство к вам идет, и все тут. Причем этот человек будет духовно тоже очень развит. Вам не нужно будет его растить. С энтузиазмом к вам придет. То есть не пассивный какой-нибудь чувак, который, знаете, сидит и думает там 350 лет, пока сделать какой-то шаг. Нет, этот, он мало того, что с мозгами дружит, то есть человек очень сильный, духовно развитый, духовно богатый. И еще и с огнем. Вот он просто двигается, он всегда двигается и добивается своих целей. Страх непредсказуемости. С чем это связано? Вы просто своим страхом будете смотреть в глаза спокойно. И у вас будут появляться идеи, как выйти из той или иной ситуации, причем победителем всегда. Да, завершите все контракты, все жизненные установки, прошлую жизнь как будто завершаете, обнуляете это все и идете в свою новую прекрасную жизнь, в свою стабильность, причем в свое счастье и радость. Вот эта вот карта счастья идет к вам. Тут много карт счастья на самом деле. Настоящая любовь, настоящий фундамент – это счастье в материи, то есть когда проявленность этого счастья, этой любви. Ну, придется перетрансформироваться. Не бойтесь окончания и перехода в новое. Не бойтесь этого. Значит, нужно с чем-то распрощаться будет. У вас это заберут. То, что вам уже не резонирует с вами и не на одной частоте с вами. Понимаете? Не тех людей уберут из вашего пространства и поля. Тех, кто вас тянет на дно, тоже уберут. Тем, кто мешает вам, тем более уберут. И дадут вам других людей, которые будут вас искренне любить, стараться для вас что-то делать. Тут еще знаете что? Сейчас. Вы соединены с Луной, когда, смотрите, несмотря на то, что сегодня новолуние, в этой медитации я видела полную Луну. То есть вы будете на раз-два просто видеть любые манипуляции в ваш адрес, любой обман, любую ложь, вибрацию даже лжи. Не впускать эту ложь в свое пространство. Просто ваш тотем будет вас защищать от этой лжи. Также тут нисходящая благодать вам идет. То есть это вам ресурс будет приходить, ресурс от Творца, от высших сил, достижение роскоши, результаты ваших действий, как раз вот они, результаты действий. Так, сейчас. Сейчас. Вот это вообще карты. Боже, всемогущий.
Ребят, это фундаментально. Смотрите, результат этого действия. Во-первых, те, кто был с разбитым сердцем, вот реально, вот разбитое сердце, разбитые мечты ваши, ваша прежняя жизнь порушена, да, вы идете в свою звезду, то есть вы распаковываете в себе таланты, предназначения, дары, способности к целительству. Также вы проявляетесь в материи, в природе, свою природу показываете этому миру. То есть не заталкивая ее куда-то внутрь и всегда себя ограничивая в чем-то. То есть это проявленная природа, ну вот императрица идет, опять же, императрица и звезда. Для кого-то вы станете, девушки, станете императрицей и звездой. Так, вам идет новый шанс начать вашу книгу жизни с чистого листа, в изобилии, в проницательности, у вас резко вот ваша интуиция, ваша проницательность будут просто вот на грани, знаете, 85-го уровня. Внутренняя правда, потому что будет у вас, как камертон. Вы разрешите любые конфликты, которые у вас есть. Кстати, будут эти люди появляться в вашем пространстве, доскажите им все ваши претензии. Вы можете аватар этого человека, фантом этого человека представить перед собой и досказать ему все то, что вы не досказали ему. Теперь с новой силой вы можете ему сказать все то, что вы чувствовали в тот момент, и досказать ему все абсолютно, всю правду. Как вы себя чувствовали там, в этих отношениях, допустим. Ну, здесь вот разрешение конфликта в этом конфликте и так далее. То есть все доскажите, все свои претензии, все. Мужчины, у вас просто огненное продвижение в материи будет. Сейчас. Крушение всего старого. Ну, просто приготовьтесь к этому, ну, извините. Так не бывает, что вы, например, взяли какую-то силу, да, обрели эту силу, а потом, ой, давайте вернем все назад, как было. Нет. Вы либо принимаете этот дар, либо нет. Если вы не принимаете этот дар, то, соответственно, ну, живете обычной своей жизнью и не жалуетесь, да. Если вы принимаете этот дар, то будьте готовы к тому, что все завершится, все старое, все ненужное, все плохое завершится просто в вашей жизни. Из вашего пространства уйдут, я сказала, все события, люди, объекты, которые вам более не резонируют с вами, не на одной с вами частоте. У вас продвижение в материи происходит, движение к цели, перерождение в вас. Ну вот я сказала, это же знаете как? Это как... То есть это не просто вы соединились с этим животным. Вы не просто как орел или как львица или как там волк. Нет, вы и есть сам волк. Вы должны чувствовать каждое свое движение, как вот как волк двигается, как он чувствует, как он дышит, как у него ребра расходятся при дыхании его. Вот так. Пробуждение к новому у вас идет. Высший суд. Так. По шапке получали все очень много и давно. И все в стагнации лежали, поголовно причем. И у вас идет движение. Что-то какая чувственность просыпается, любовь, я вам скажу. Выбор направления, стабильность, благ. Ресурсы возвращаться начинают. Угу. Праздник любви идет в вашу жизнь. Так, неопределенность. Вот с чем это связано, неопределенность? Наконец-то все из повешенного выходят. Аллилуйя, ребята. Кто 12 лет висел в повешенном, кто больше. Вы просто из этого кармического узла выходите с новой этой силой, с этой практикой. Поэтому у вас зарождается амбиции. Вы сейчас получили нечто очень ценное. Это дар.
Это реально дар. То есть вы сейчас, может быть, думаете, ой, блин, раскладик на YouTube, что там она может сказать? Я вам сейчас реально дала шаманский транс. Вот эту практику пройдите. Ну и в победители выходите. Императора, могущественность, ответственность. Могущество, ответственность. Уже заговариваюсь. Да? Тяжесть бремени, наконец, скинете. У кого, кто тащит за собой 10 жезлов, кто тащит эту вину бесконечно, кто тащит в себе непроговоренные эти чувства, обиды, эту боль, эту хрень, вот эту всю, вот эту тьму вы оставляете просто вот так вот, вязанку этих дров, и сейчас вы будете сеять уже другие семена, потому что вы по-другому стали мыслить, чувствовать. Итак, как вам такое преображение из полнейшего днища сразу в активное созидание, в мага своей судьбы? Властительница чувств, девушки, девушки, любовь к вам идет. Ага, да, и божественная интуиция. Девочки, в себе дары верховной жрицы распаковывайте, богини. То есть вы становитесь не просто ведьмой. Ведьма вы в матрице, а это другой уровень бытия, это богиня уже, это богиня. Это та, кто созидает, это та, кто, кстати, магу она пара. Это первый старший аркан, активное созидание, а это божественная интуиция. То есть воля и интуиция, вот она. Причем они работают сообща, смотрите, и в прямом положении, то есть пришло между ними любовь, и между ними укоренение знаний, то есть с этой божественной интуицией воли вы представляете, как вы будете двигаться в материи. Я не знаю, это фундаментально, это просто стремительное вот такое скачок на 25 этаж сразу. Из днища, когда вы со дна постучали, вот такого состояния. Интеллектуальный прорыв у вас будет. Вы в себе открываете эту силу, соединяетесь с ней, с этой силой, и всегда будете ее чувствовать внутри себя. Эту силу и мощь. Учитесь. Пока вы только учитесь ее проявлять, эту силу. То есть собираете весь свой ресурс. Ну, всегда у вас будет защита ваших позиций, то есть железобетонные границы ваши. Никто не посмеет их просто нарушить. Проведете глубокий самоанализ вообще всей своей жизни, как я к этому пришел, и придете в свое глубокое счастье и удовлетворение. Вот просто вот когда тотально хорошо, когда душевная искренность будет, когда с вами будут люди, которые вас согревают, которые вас любят, которые вам дают эту поддержку, эту любовь, эту силу внутреннюю и этот свет. То есть вы на свои вибрации света притягиваете таких же точно людей. Вы выходите из опасных ситуаций легко, просто вот по мановению. Итак, за эту практику любая благодарность силам высшим, мне как проводнику, можно на пироженки, на эклерчики, там, на мороженка. Также вы можете покормить бездомных, покормить птиц. В общем, любая благотворительность по вашему сердцу. Детям помочь, старикам, кому хотите. Вот. Так что я вас всех обнимаю. Я вам дала сейчас очень мощный инструмент. Пожалуйста, берите его, пользуйтесь им, но всегда будьте осознанны и благодарны. Пока.